Мы продолжаем наш выпуск. Виталий Патрин, поэт, и Алексей Родионов, гармонист, были участниками открытия Сидней Опера Хаус. Несмотря на все трудности, Опера Хаус, а именно такое имя получил гигантский панцирь, все-таки был открыт в 1973 году. На торжественное открытие была приглашена сама королева Великобритании Елизавета II и множество других знатных, но менее известных особ. И если до завершения строительства мнение о странной конструкции у моста было неоднозначным, а иногда и явно негативным, то после открытия все претензии потеряли смысл. По общему признанию, опера получилась изумительной во всех отношениях, а по качеству внутренней акустики вообще вошла в тройку лучших на планете. Первым спектаклем, который увидели стены Опера Хаус, стала опера Сергея Прокофьева «Война и мир». Виталий Патрин, поэт, и Алексей Родионов, гармонист, были участниками открытия этого грандиозного сооружения. Они также участвовали в постановке «Война и мир». Это было в 1973 году, точно не помню, но я думаю, что так. Мы были приглашены, русские ребята из ансамбля, у нас тогда был ансамбль, казачий ансамбль был, затем мы еще танцевали с австралийцами, был ансамбль «Данс-концерт». И вот из этого ансамбля нас пригласили танцевать у Наташи Ростовой на балу. Мы танцевали вальс, полонез, как солдаты, даже батюшкой. И я был еще знаменосец, когда Кутузов объявил победу, и вот в этом месте я со знаменем. После премьеры устроили гуляние. И на этом гулянии, ну, все там, как австралийцы, они все, народ очень скромный, все там шампанское пьют. Я потом Алексею сказал: неси гармошку, повеселим их. Он принес гармонь, и отплясывали там, и русскую плясали. И когда это кончилось, они сказали, что такого веселого вечера у них никогда не было. Сейчас Виталий пишет стихи и издает книги со своими произведениями. «Милость Божия свет, как прощение, отрада. Лучше этого нет, ничего и не надо». В прошлом году в Омске издал первую книгу. И еще у меня материалу на 28 книг. В этой книге вот «Моя Сибирь», я писал о Сибири, когда был. Встречался с казаками, и, встречался, о чем говорили, что все здесь написано. Находясь в поездке в Сибири, Виталия Патрина вдохновил памятник Достоевскому. Видел памятник Достоевскому. Вот. Посмотрел 5 минут и написал стихотворение. Достоевского чело благодатью пышет, умом разума его вся Россия дышит. Наш гигант стоит родной, как пророк вселенной, взгляд могучий и неземной, с благостью небесной. Ты Россию обожал с православной верой, суть ее ты отражал доброчести мерой. Труд великий твой живет, свято в человеке, нас он к истине зовет с правдой Божьей века. Ты в нас Дух Святой вливал с чистотой нектара, душу нашу поливал незабвенной чарой. Той, что Господу дана в простоте житейской, верным всем учреждена с мудростью библейской. Сын России ты живой, великан отчизны, стал для нас ты головой, отцом мысли в жизни. Так без всяких позолот в бронзе жизнью дышишь, величайший патриот, мать Россия, слышишь? 7 метров высотой этот памятник из бронзы. Запечатлели его, все в нем было сказано. Я 5 минут стоял, смотрел на него, читая его произведение и зная, что он написал, я написал стихотворение. Я стихами стал писать в 1989 году. Написал первое стихотворение «Диета». А потом года 3 не писал. Написал, наверное, потом опять 5 стихотворений. А потом, съездивший в Россию в 1992 году на первый казачий съезд, в городе Томске был первый казачий съезд, и вернувшись оттуда, до 1996 года я написал 300 стихотворений. А после этого я написал больше 6000 стихотворений. Затем у меня есть поэма «Перун», времена татаро-монгольского ига. Затем «Связь поколений», о своей семье.
8 поколений я писал. И затем бунт, революция в России, и как отступали в Китай. Есть басни, есть пьесы. Сход. Сход я слышу, клич казацкий, всех ли войск моя Москва. Стань Донской и сын Кубанский, за святы стоять права. За отчизну собирайся, бить ты ворогов своих, в битвах снова закаляйся, бой за мертвых, за живых. Твоя слава не исчезнет, как Россия, мать моя. Смотришь, гибнет, вдруг воскреснет, стать у ней всегда своя. Зря кичились бесенята, в Кремль гадюкою вползли. Есть святой еще, ребята, патриоты, щит земли. Предки наши с Богом с верой славно били всех врагов, верных славу соизмеря. Сын казачий встанет вновь. Гены наши не пропали, враги выбить не смогли, за обман устои сдали, сколько святого сожгли. Били рыцарей мы с Невским, князь Донской татар побил, как Сусанин безызвестный свою голову сложил. Козьма Минин, князь Пожарский, и с деньгами калита. Вспомни русский бой полтавский, нам французы не чета. Были тоже самозванцы, правды дух развеял их. Не забыли иностранцы русских воинов лихих. Подождите, возродится свято-русская земля. Наш казак опять помчится. Враг, смотрю, совсем зазнался, изнутри царя убил. Зря ты с ним, святой, считался, мерзкую пакость не казнил. До сих пор они мешают, нам подняться не дают, геноцид свой завершают. Придет время, запоют. Пишу каждый день. Мы, русские, кто родился в Китае, нам и не прививали, но мы все патриоты, патриоты России. Россия вдохновляет, ее прошлое и будущее. Если когда выступает кто-то где, вот как на Олимпиаде, прежде всего мы болеем за своих русских. Я не деньгами с годами богател, что-то сделал, но много не успел. А в столице россияне вашей дружбой дорожи, утопив себя в гармонии, складно пел, да не складно жил. Надеюсь, я там, как качается, душа пополам разрывается, там в березовой тиши могила моя, где часть моей души пролитовая. Любил я очень баян, звуки баяна, вот этот бархатные звучания. Но больше я был влюблен в гармонь. И она легче, и как-то больше в ней русской деревенской души. Гармонь, везде и в песнях гармонь, и поэтому гармонь я полюбил и стал гармонистом. Особый манер игры на гармонии заинтересовал других музыкантов. Алексей с удовольствием делится своей техникой пятипальчного метода. У меня родилась своя собственная пальцовка в игре на гармонии. И были гармонисты из Москвы, и записывали мою пальцовку. И вот вообще на гармонии 4 играют, а я успеваю 5. Конечно, я не профессионально играю, я никогда не учился музыке. Все родионовские с испокон времен любят петь, все почти певцы и музыканты. Я сам скажу о гармонии, даже, как сказать, она у меня жена, подруга и любовница. Она меня врачует и лечит. Мой дедушка был вахмистр, он казак, настоящий казак. Он переплясывал 100 казаков. Раньше, когда был удалым казаком и плясуном. А отец мой очень хороший балалайшник был.
Раньше у нас не было гармонии в деревне, в Трехречии Китайской Народной Республики. Так на балалайках, на гитарах. И вот потом появились гармонии. И очень много у нас старинных песен, которые передались от наших родителей. И как-то бы хотелось, вот еще у меня мечта проехаться по России и вот взять себе компаньона Родионова, который поет басом, а я пою тенором. И вот проехаться со старинными песнями, вдобавок в моем исполнении песни современные и новые песни. Хотелось бы проехаться по России и как-то оставить эту старину широких песен, которые пелись нашими дедами и родителями. В каком году это было у нас опера хаус? 73-м, по-моему. Во время правления Австралии Голфа Уитлема достраивалась опера, и к открытию готовились. Вот выбрали «Война и мир» по Прокофьеву. И в театре «Опера Хаус». Там, значит, несколько было залов. Один театр «Опера Хаус». Сцена крутилась. На одной стороне сцены идет действие для зрителей, а на другой стороне сцены готовилось другое. Сцена поворачивалась, и так беспрерывно шел бой. Солдаты, там, значит, пушки, и все это было изображено здорово, неплохо. И вот мы за нехваткой актеров на сцене мы должны были переодеваться в разные костюмы и идти на сцену. Управлял нами некий Романов, высокого роста, Борис Романов, и очень интеллигентный человек, знал свое дело. 7 месяцев каждую ночь, кроме воскресений, были концерты. И зала была набита до отказа.